Когда Алена встретила Игоря, ее жизнь будто изменилась. Он был воплощением мечты, высокий, обаятельный, с уверенной улыбкой и блестящей карьерой. Они познакомились на вечеринке у общих друзей. Игорь сразу привлек внимание своей харизмой, остроумием и умением находить общий язык с любым собеседником. Но для Алены он выделил особое место в своем внимании, словно среди всех гостей видел только ее. Их разговор длился часами. И уже в тот вечер она поняла, что этот мужчина не оставит ее равнодушной. Их отношения развивались стремительно. Игорь окружал ее заботой, романтикой и вниманием. Он дарил цветы, устраивал сюрпризы, всегда знал, как поднять настроение. Через полгода после знакомства он сделал предложение, став на одно колено и протянув ей кольцо. Алена, растерявшись от счастья, с радостью согласилась. Ее жизнь казалась воплощением сказки, и она была уверена, что нашла своего идеального спутника. Свадьба была пышной, наполненной счастливыми моментами. Первые месяцы совместной жизни Алена жила словно в сказке. Игорь заботился о ней, удивлял комплиментами и вниманием. Но вскоре в их отношениях начали появляться странности. Все началось с мелочей. Однажды он заметил: «Почему ты надела это платье? Оно слишком короткое». Ее удивило это замечание, ведь раньше он хвалил ее вкус в одежде. «Ты теперь замужем. Нужно быть скромнее», — добавил он строгим голосом. Алена решила не придавать этому значения. Ей казалось, что Игорь просто заботится. Но подобные комментарии стали регулярными. Он все чаще критиковал ее внешний вид, намекал, что некоторые ее подруги плохо влияют, предлагал избегать их компании. Постепенно его забота начала напоминать контроль. Однажды, когда Алена задержалась после работы, Игорь встретил ее у порога с мрачным видом. «Ты должна сообщать, где ты и с кем. Это нормально, я беспокоюсь», — сказал он с недовольным тоном. Она чувствовала вину и пообещала быть внимательнее. Но контроль со стороны Игоря только усиливался. Он требовал пароль от телефона, проверял ее переписку, ограничивал ее общение с друзьями. Через год после свадьбы Алена начала ощущать, что теряет себя. Ее круг общения практически исчез. Встречи с подругами проходили редко и только с одобрения Игоря. «Мы — семья, а семья должна быть на первом месте», — говорил он. Ее единственной поддержкой оставалась подруга Настя, которая заметила перемены. «Ты стала другой. Ты боишься его», — сказала она однажды. «Нет, он просто переживает. У него сложный период», — оправдывалась Алена, но внутри нее зрело беспокойство. Игорь все чаще срывался, его раздражение стало привычным. Крики и обвинения, уничижительные слова звучали все чаще. «Ты никчемная. Без меня ты никто», — бросил он однажды после очередной ссоры. Эти слова будто оставались в ее сознании, заставляя сомневаться в себе. Она все больше погружалась в чувство вины, полагая, что во всем происходящем виновата сама. Первые проявления физического насилия стали для нее шоком. Во время ссоры Игорь схватил ее за руку и толкнул. Алена, ударившись об стену, не могла поверить в случившееся. На следующий день он извинялся, приносил цветы, уверяя, что это больше не повторится. Она хотела верить. Однако через несколько месяцев ситуация повторилась. «Ты сама вынуждаешь меня», — сказал он после того, как ударил ее за неудачный ответ. Ее мир начал рушиться. Переломным моментом стал случай, когда он ударил ее при соседке. Женщина вызвала полицию, но Алена отказалась писать заявление, испугавшись его угроз. В тот вечер, глядя на свое отражение в зеркале, она поняла, что не хочет так жить. «Ты должна что-то менять. Это ненормально», — снова сказала Настя, когда Алена поделилась своими переживаниями. Она начала искать информацию о том, как выйти из абьюзивных отношений, обратилась в кризисный центр. Консультации с психологом помогли ей осознать, что ее жизнь может быть другой. Когда Игорь уехал в командировку, Алена решилась на перемены. Она собрала вещи, взяла документы и переехала к Насте. Это решение далось ей нелегко, но было жизненно необходимым. Игорь пытался вернуть ее. Звонил, писал, угрожал и умолял. Но Алена не поддалась. Она нашла работу, начала восстанавливать свою уверенность. Прошло 2 года, Алена почти не вспоминала о своем прошлом. Она снова улыбалась, строила планы и наслаждалась своей свободой. Этот тяжелый опыт стал для нее важным уроком. Она больше никогда не позволила бы никому нарушать ее границы и лишать права на счастье. После того, как Алена освободилась от Игоря и начала новую жизнь, ей казалось, что все самое страшное осталось позади.
Она перестала бояться звонков по телефону, научилась улыбаться и радоваться мелочам. Но прошлое не отпускало ее так просто. Игорь, несмотря на ее решительный разрыв, не исчез из ее жизни. Сначала это были редкие сообщения. «Я скучаю по тебе». «Вернись, я изменился». Алена игнорировала их, но вскоре тон его писем стал меняться. Они наполнились угрозами. «Ты совершила ошибку. Ты не можешь бросить меня так просто». Ее тревога возросла, когда она заметила, что за ней следят. Однажды, выходя из офиса, она увидела, как в тени припаркованной машины сидит Игорь. Его взгляд был холодным и пронизывающим. Она постаралась не показывать страха, но внутри ее охватила паника. На следующий день она обратилась в полицию, предоставила доказательства угроз, но ее заявление приняли неохотно. «Мы ничего не можем сделать, пока он не нанесет вам вред», — сказал дежурный, пожав плечами. Алена почувствовала себя беззащитной. Она понимала, что не может позволить страху взять верх, но ее уверенность пошатнулась. Она начала искать дополнительные способы защиты. Установила камеры в квартире, поменяла замки, избегала прогулок в одиночку. Однажды вечером, возвращаясь домой, она заметила, что кто-то следует за ней. Сердце колотилось, пальцы дрожали. Она ускорила шаг, добежала до подъезда, закрыла за собой дверь и только тогда почувствовала себя немного в безопасности, но ее телефон завибрировал. Сообщение. «Ты думаешь, что можешь спрятаться?» Это был предел. Она снова обратилась к полиции, на этот раз с адвокатом, и ее дело приняли. С помощью специалистов ей удалось получить охранный ордер. Но на этом ее борьба не закончилась. Игорь словно исчез, но его тень оставалась в ее жизни. Алена начала проходить терапию, чтобы справиться с переживаниями. Психолог помогал ей разобрать не только ее страхи, но и причины, почему она когда-то осталась в таких отношениях. Это был болезненный, но важный процесс. Прошло несколько месяцев. Алена постепенно возвращалась к жизни. Она занялась волонтерской деятельностью в кризисном центре, где помогала женщинам, оказавшимся в похожей ситуации. Эта работа вдохновляла ее, давала силы и напоминала, что ее борьба была не напрасной. Но однажды, возвращаясь домой, она снова столкнулась с прошлым. У подъезда стоял Игорь. На этот раз он выглядел иначе, потерянным, опустошенным, не таким уверенным, как раньше. «Алена, мне нужно поговорить», — сказал он. Ее охватил страх, но она глубоко вдохнула и ответила. «Уходи. У нас больше нет ничего общего». Он сделал шаг вперед, но она подняла руку, указывая на камеру, установленную у входа. «Ты не напугаешь меня. Если ты еще раз приблизишься ко мне, это будет твоей последней ошибкой». Игорь остановился. Несколько секунд он смотрел на нее, затем развернулся и ушел. Алена осталась стоять у двери, дрожа, но внутри почувствовала облегчение. Она знала, что больше никогда не будет той беззащитной женщиной, какой была раньше. Спустя год ее жизнь изменилась к лучшему. Она нашла новую работу, окружила себя поддерживающими людьми, занялась рисованием, которое всегда мечтала попробовать. Ее мир стал ярче, полнее. Однажды она встретила мужчину. Его звали Андрей, и он был полным антиподом Игоря. Добрый, внимательный, терпеливый. Он не пытался контролировать ее, наоборот, он уважал ее пространство и ее выборы. Алена долго не могла поверить, что может быть по-другому, но постепенно позволила себе открыться. Они вместе проводили время в парке, на выставках, обсуждая мечты и планы. Андрей никогда не поднимал голос, никогда не заставлял ее чувствовать себя виноватой. И хотя Алена все еще была осторожна, она знала, что ее прошлое больше не определяет ее будущее. Она больше не жила в страхе, а научилась радоваться жизни, ценить ее каждый момент и верить в то, что ее история не о боли, а о силе и способности начинать заново.